Всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим содержимое набора для самостоятельной сборки от бренда AVD Models в масштабе 1:43. И готовое изделие должно копировать ассенизационную машину ANM53. Этот набор поступил в продажу в декабре месяце 2022 года, и на момент выхода новинка стоила 1650 рублей. Относительно невысокая цена за подобный набор, с учетом того, что подобных изделий больше никто серийно не производит. И для тех, кто не умеет самостоятельно собирать подобные модели, были готовые решения. Например, под брендом SSM модель поступила в продажу 28 ноября 2018 года. Грузовик стоил 2850 рублей, у него была зеленая кабина и синяя настройка. Чуть позже SSM представил другой вариант окраски. Машина имела синюю кабину, оранжевую настройку, у нее была белая облицовка радиатора более позднего типа, и модель поступила в продажу 6 февраля 2019 года. Также такая модель выходила в упрощенном виде в коробочке «Автоистория». Она поступила в продажу 14 июня 2023 года, и на тот момент продукция «Автоистория» немножко подросла в цене. И модель стала стоить 2450 рублей, что практически сопоставимо с ценой за ранний SSM. У грузовика была синяя кабина, зеленая надстройка, и у всех масштабных моделей готового типа была существенная проблема. Это щель на бочке, которая портила вид масштабной копии. И это связано с тем, что бочка состоит из двух половинок, и на заводе ее просто склеивают и окрашивают, и никто не зашлифовывает эту несчастную щель. Но опять же, здесь спасает набор AVD Models. У вас огромное поле для вашего творчества, и вы можете собрать абсолютно любой грузовик, который вам понравится. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот набор поближе. Я вам также покажу готовое изделие в коробочке Start Scale Models. Конечно, это не ассенизационная машина, а баллоновоз GTK-40, который я приобретал довольно давно. И здесь коробка довольно яркая, на лицевой стороне есть иллюстрация самой машины, которая должна получиться после сборки. На боковых сторонах продублирована картинка с обложки, также есть картинка декалей, которые входят в данный набор. Здесь два типа регистрационных номерных знаков, одни более современные российские, вторые советского периода. Также есть логотипы на двери, дублирующие номерные знаки на цистерну. Надпись «Аварийная» только в одном виде почему-то, видимо, на одну сторону. Надпись «Не засоряйте улицы», ANM53 и панель приборов с часами. Другие ракурсы. И на задней стороне есть иллюстрации других наборов, которые можно приобрести под брендом AVD Models. Например, здесь представлен самосвал 3507 на базе ГАЗ-53. Такая модель у меня есть в коллекции из серии «Наши грузовики», если мне не изменяет память. Там упрощенный грузовик с пластиковой рамой, у него кузов из пластика, окрашенного в массе. Конечно, модель смотрится хуже, чем аналог от Start Scale Models, но она и стоила дешевле. Также есть пожарная автолестница, грузовик для перевозки яиц, машина для перевозки топлива, хлебовозка и мусоровоз. И мусоровоз у меня в коллекции есть от Автоистории. Я его недавно приобрел и чуть позже сделаю на него отдельный видеоролик. Также есть информация, которая касается прототипа, информация, которая касается сборной масштабной модели, наборы элементов для сборки модели в уменьшенном размере масштабе, торговая марка «Автомобиль в деталях», предназначена для детей старше 8 лет, соответствует требованиям, указанным на данном ГОСТе, изготовлена 3 месяца 2022 года по заказу ООО «Scale». Срок годности не ограничен, срок службы составляет 5 лет. Мне всегда нравилась эта надпись, я не могу ее понять, что значит неограниченный срок годности при сроке службы всего 5 лет. Тоже напишите в комментариях, как вы понимаете данную строчку. И давайте распакуем набор, посмотрим на него поближе. Здесь есть рекомендация по сборке. Кому интересно, можете поставить видеоролик на паузу, прочитать, что здесь написано. Написано то, что краски не входят в данный комплект, также как пользоваться данным набором, что стоит делать, что не стоит делать. Памятка, в принципе, довольно полезная. Есть вкладыш, на котором также дублируется картинка
С лицевой стороны коробки есть дублирующая информация, которая касается прототипа, чертеж, другие наборы. Довольно интересный автомобиль ПУ-53, цистерна для перевозки молока, ГТК-40, вот именно такую модель я сегодня покажу. М30, такой грузовик тоже у меня есть в коллекции от Start Scale Models, но его пришлось перекрасить, потому что ко мне модель пришла с очень плохим качеством сборки. Криво установленные детали и так далее. И, конечно, у костромских моделей страдает качество сборки. У меня мусоровоз тоже не самый лучший, и я покажу в видеоролике, какие проблемы есть у него. Инструкция по сборке. Давайте ее быстро пролистаем. Здесь есть схематические рисунки литников, чтобы свериться с наличием всех деталей. Также показано, как собирать модель, в каком порядке. Сначала собирается кабина, затем нижняя часть кабины, рама, навесные детали, покрышки, колесные диски, зеркала заднего вида. И затем кабина стыкуется с рамой грузовика. Все интуитивно понятно, и в принципе эту модель можно собрать без данного элемента. Сборка надстройки. И конечный элемент — это бочка, которая устанавливается на собранную шасси. И также есть схематический рисунок готового экземпляра. Давайте посмотрим на сами детали. Они все запакованы. Сегодня распаковывать я их не буду. Через полиэтиленовый пакет и так все видно, что из себя представляют данные детали. Например, бочка, она из двух половинок. Довольно хорошее качество литья. Но опять же, эти детали лучше подготавливать перед грунтовкой, зачистить их мелкой наждачкой или как-то обезжирить, чтобы лучше грунтовка наносилась на данную поверхность. Прозрачные элементы — это остекление кабины, также осветительная техника, задние фонари, поворотники, стекляшки на фары ближнего света. Их тут 3 штуки, одна, видимо, запасная. Также поворотники на крылья, тоже 3 штуки. Хорошо, что делают запасные детали, потому что бывают случаи, когда вы или теряете какую-то деталь при сборке, или ее повреждаете при неправильной окраске, или когда вы срезаете ее с литника. Так что в этом плане наличие лишней детали не помешает. Еще один литник. Здесь дверные ручки, крюки, цепное устройство, фары, дворники, рукоятка переключения коробки передач, ножки под зеркала, топливный бак, запасной диск, панель приборов, нижняя часть кабины, она из пластика, подножки тоже из пластика, диван и задняя часть рамы. Рама здесь составная. Как видите, задняя перемычка — это пластиковая деталь, а сама рама сделана из металла. Ее мы тоже, я думаю, найдем в этом наборе. 7 покрышек внедорожного типа. Если не изменяет память, это резина К55. Такую резину ставят на модели SSM, Автоистория, практически на все газоны 52 и 53 семейства. Хотя у них была и другая покрышка, вот такая. Я покупал эти покрышки в наборе АВД дополнения. На всякий случай взял себе 20 штук, возможно, пригодятся в будущем. Еще один литник. Здесь
задние подкрылки, пеналы, рукава, нижняя часть надстройки, еще рукава. Конечно, эти детали лучше изготовить заново самостоятельно, потому что подобные рукава не очень походят на настоящие. И я видел, многие делают их гофрированными, тогда вид модели улучшается. Последний литник с облицовкой радиатора, колесные диски, запаску я вам уже показывал на другом литнике. Также часть двигателя, карданный вал, радиатор охлаждения, выхлопная система, рессоры, пакетик с шурупчиками, металлические оси и подложка под зеркала заднего вида. Также здесь присутствуют дворники из фотоотравления. Вы можете поставить детали из фотоотравления, можете поставить пластиковые стеклоочистители, как вам больше нравится. И последний пакетик — это кабина грузовика позднего типа с ребрами жесткости и металлическая рама. Пакетики стали, на мой взгляд, немножко хуже. Они очень тонкие и запаяны. Раньше были пакетики из более плотного полиэтилена. Ну, экономят на всем. Как видите, последние наборы тоже стараются удешевить. Хотя качество отливки здесь более-менее нормальное. У 130-х ЗИЛов проблема со стеклением. И у них уже изношена пресс-форма. И, по-моему, идет повреждение вот именно на водительской двери. Здесь пока что отливка еще нормального качества. И металл тоже однородный, без каких-либо примесей, как можно видеть. А сколько эта кабина продержится — вопрос. Будет ли она чуметь или все будет в порядке, это покажет время. И последний элемент — это декали. Мы их уже рассматривали на картинке, на коробке. Так они выглядят. Больше здесь ничего нету. Надеюсь, что все детали на месте. После видеоролика я еще раз перепроверю их наличие. Но вроде бы, согласно схемам, которые мы рассмотрели в начале видеоролика, здесь все в порядке. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного набора для самостоятельной сборки. Понравился ли он вам? Хотите ли вы увидеть готовую модель? Когда я ее буду собирать, сложно сказать. Сейчас, к сожалению, нет времени на сборку и окраску данной масштабной копии. И, конечно, у меня уже накопилось довольно много несобранных сборных масштабных моделей, но все же рано или поздно я их, думаю, соберу. И покажу вам готовое изделие, которое может получиться после сборки набора. Это автомобиль для перевозки газовых баллонов. Здесь еще более-менее нормальная покраска. На самых последних моделях от SSM и Автоистория встречаются дефекты. Или это мне так везет, не знаю, сложно сказать. Тоже можете написать в комментариях, что вы думаете по поводу брака костромских изделий. Поголовно ли это так или единичные случаи. Спасибо за просмотр видеоролика. Поддержите видео лайком, если вам не трудно. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.